Книга 15. Тао. Путь Вознесения. Анализ основных тонов. Зеленый. Зеленый – цвет гармонии, мира и развития. Посвященные должны очищать стереотипы до тех пор, пока поле каждого не обратится изумрудным зеленым цветом. В связи с зеленым цветом, период нарастания присутствия зеленого спектра означает период интеграции, сопровождающий всю работу по высвобождению стереотипов. Этот интеграционный период позволит синтезироваться в поле новой информации, поскольку старое программирование рассеивается. Работа должна производиться вплоть до того, пока в своем поле ауры посвященный не засветится изумрудно-зеленым цветом. При этом цикл требовавших высвобождения стереотипов завершится, и поле возвратится к гармонии. При этом, старые высвобождаемые стереотипы не возвращаются в поле, когда в состоянии мира для таковых просто отсутствует место. Поэтому, зеленый луч может также восприниматься как устойчивое существование, предусматривающее рост и изменения в гармонии и мире. Кобальтовая синь и зеленый – это более низкие октавы сострадания в языке света. Синий и зеленый необходимо охватить как основные тона, прежде чем можно будет воплотить сострадание в качестве восходящего человека, ибо все они связаны. Сострадание – это состояние, в котором преодолена взаимозависимая мыслеформа. Взаимозависимость связана с передачей другому себя, или своей информации, энергетической решетки, жизненной силы, наряду с записями Вознесения, или, другими словами, с попытками вести другого по своему пути. Когда восходящее вмещает сострадание, каждый оставляет взаимозависимость позади, позволяя себе становиться в большей степени суверенными в энергетическом поле и потоке, и входить в реалии единства со всеми остальными. Взаимозависимость, совместная зависимость, или созависимость – это форма ложного сострадания, или ложной любви, в которую человечество упало в результате переплетения ДНК. А поскольку шло ее изнашивание, люди переплетались друг с другом, когда шло связывание энергорешеток вовне, а не внутрь, при этом создавая и вытягивая из решетки эфирные трубки, известные как шнуры привязанности. Привязанность может быть замечена по краям эфирного тела как части энергетической решетки, которые вытянуты наружу, и соединяют с другими людьми, местами, объектами, имуществом, домашними животными или растениями. Тогда как для поддержания здоровья и процветания формы, энергетическую решетку необходимо ткать исключительно внутрь. В основе привязанности лежат сигнатуры собственности. Такие сигнатуры собственности по цвету, как правило, являются черными и удерживают в эфирном теле отверстия, через которое на постоянной основе происходит отток жизненной энергии. Будет видно, что имеются рубцы, связанные с каждой сферой привязанностей. Когда привязанность высвобождается, наружный слой эфирного тела получает исцеление, дыры запечатываются, и эфирная оболочка становится кристаллической, а восходящий прекращает лишаться жизненной энергии на своем текущем вибрационном уровне. Тон сострадания, в языке света, или сочетание синего и зеленого, необходим для высвобождения эфирной привязанности,